Друзья, всем привет! Раннее утро, холодное, дождливое сегодня. Не знаю, выглянет ли солнышко. Сейчас я пробираюсь через Ерик на такую открытую часть типа моря. Там мне нужно преодолеть очень эпичные места промысловиков, где огромное количество секретов. Их надо объезжать очень аккуратно, потому что они из нитки, из такой очень плотные, которая, если намотается, ну это, короче, вообще жесть, проблемы. Вот, рядышком с собой всегда нож, всегда готов к тому, что резаться надо будет. В общем, очень-очень все эпично. Ну что, я надеюсь, все получится. Погнали! Дождик фигачит. Не знаю, как получится ли снимать. Дождь. Очень красивые места, эпичные виды. Вообще супер. Погода налаживается. Может быть, сазан будет и жерех. Посмотрим. Друзья, все, доехал я. Свежо так. Ну, блин, смотрю, налажится погода. В общем, начинаю я с коряжника, а когда пойдет жара, выйдет, наверное, жерех на охоту, уже жереха половим. Вот, как обычно, бью коряги, закидушечки и наслаждаюсь природой. Пока я сейчас готовлюсь, предлагаю вам насладиться кадрами местной природы. Понятное дело, никуда не деться. Вот. Обрывы могут быть, зацепы. При поклевках может уходить в коряги. Вот. Но, увы, иначе никак. Вот клюет он весной в корягах и все. Приходится вот ловить в таких вот штуках. Есть. Ох-ка, вот это да.
карась. Карась попался. В таком коряжнике встал, ну тут ветки. Вниз спустил, сначала мелочь дербанил, а потом смотрите, какой карась попался. Вот это карась, так карась. Я, конечно, крупнее здесь ловил, но все равно приятно. Астраханский карась. Отпускаем. Берем только сазана. Опа. Такое вот красивое место. Опять. Я это называю жереховое дерево. Здесь очень много жереха. Но я хочу проверить сазан, будет ли здесь. Будет пару раз кинуть воблер. Он плещет, смотрите как. Он там плескался сейчас только что. Еще жары нет. Рановато для его клёва. Конечно, но попробую. Опа, есть! Есть! Вот он! Ух ты! Вот еще один всплеснулся. Есть! Вот, ребят, первый жерех. Ох, какая красивая рыба. О, класс, молоками. Надо отпускать. Вот он, первый жерешок. Решил кинуть, потому что пару всплесков было. Ну и где-то на забросе на третьем-четвертом поклевка. Но, как всегда, вот этот воблер, даже не снимаю, один и тот же у меня стоит. Ой, сопротивляется. И сейчас всплеск еще один был. То есть они здесь кружат. Он еще всплеснулся. То есть надо сейчас еще покидать, половить. А, круто. А сазан молчит. Что, отпускаем с молоками. Давай, друг. Ох, супер, эх и борьба. Блин, вообще прям на месте стоит. Вот я под деревом встал, закинул на сазана. Тишина. Думаю, кину пару раз, что-то всплески были, и оп, результат. Ну что, нормально, еще сейчас покидаю. Вон он плещется вот здесь прям под деревом. Вон он ловит здесь малька. Ух ты! Вот это вот, да! Вот это! Эх, и бешеная рыба! Сход! О! Поклевка аж туда, блин! Все тут плещется, ребят, короче, тут все тут. Прям вот здесь рядышком выловлю его. Прям такие поклевки дикие. Ой, вообще. Ты смотри, вот под лодкой клюет прям. Прям под лодкой клюет.
Ой, хорошая, хорошая. Обалдеть. Класс. Просто класс. Тоже небольшой. Вот, это уже побольше. Укрупняемся, да? Супер просто. Прям под лодкой берет. Я говорю, здесь рядом плещется. Хорошее место здесь. Ой, хороший. Хороший вообще. Ну давай. Щух, пошел опять. Опять охотиться. Прям вот здесь под лодкой. Вот можно прям вот кидать вот так вот недалеко. Прям вообще. Эх и бьет, эх и бьет. Что-то как-то плохо играть стало, не пойму ничего. Надо поменять. Поменять надо. Еще попробовал. Блин, нифига плещется. Попробовал вот этот вот ратлин, но не ратлин, а крэнк. У него заглубление 2,5. Вот видите, как я пишу здесь на лопатке. Для того, чтобы запоминать, ну, как бы это, углубление, а то упаковки выкидываешь. Вот, но звенит хорошо. Однако не очень удобно, потому что подныривает под всеми жерехами. Вот, и вот это сейчас поставлю опять. Опа, есть, есть. Вот поставил опять. Опять рабочий. Воблер поставил. Хороший. Или нет? Они все хорошие. Коряки хочет. Ох ты какой. Да, тот воблер все-таки подныривал слишком глубоко. Смотри, маленький одержский. Маленький одержский. Ух ты. Ох, красавец. Вот такая вот супер рыба. Поклевывает. Эх, и борьба. Вообще. Вот. Внутри пасти. Приманка. Супер просто. Я не знаю, я уже 5, наверное, поймал. Фух. Это что-то с чем-то просто. Вообще очень глубоко приманка, смотрите. Просто в горло, блин. Куда-то попал. О, молодец. Ох, все, ребят, отпускаем. Давай. Плыви. Супер. Как обычно, ехал за сазанами, а наловил жерехов. Ну вот эта приманка хорошо работает. Именно где-то метр глубины и прям отлично. О, ты, блин. Ох ты, блин. Какой ты дерзкий, ты аж пугаешь просто. О, ребят, вообще это кайф, конечно. Сильная рыба еще и на течение. Вот он, вот он, вот он. Небольшой. Небольшой и дерзкий. Ох, кайф вообще. Так, ну все, наверное, одного
еще поймаю. И надо это. Сазана-то надо ловить тоже. Не будем дарить. Будет он ему мешать. Оп. Плыви, друг. Оп. Есть, есть. Есть. Так, ну все, на этом надо завершать. Хороший. Ну что, друзья, вот на такой классной рыбе, наверное, закончу сегодняшнюю жереховую рыбалку. Хотя не факт, потому что вряд ли удастся удержаться, когда рядом будет бурлить вода просто. Вода реально кипит вокруг. Вот. Решил я все-таки сейчас сазана половить. И он в вываживании как бы у него более эпичный и более ценен как в своих гастрономических позициях. Поэтому отпускаем. Комары какие-то полетели. Вот такая рыба. Знаете, какой шершавый. Шершавый, рыжий какой-то непонятный. Видите, самец. Здесь, наверное, сазана попробую половить, вроде стоящая вода. Но перед тем, как половить сазана, мы пару раз бросим. Как же не бросить-то? Как? А вдруг тут рекордный жерех будет? Может и не будет, конечно, но... Ух ты, удар сразу же. Сразу удар. Вот еще один. Ничего себе, второй выход. Вот это да. Вот это да. Опа. Вот. Вот он. Вот он. Загулял. Вот это вообще маленький. Или я уже привык к ним. Да, это вот самый маленький, что я ловил. Здесь, наверное, кила нету. Короче, жерех присутствует в количестве. Блин, ну вот как сазана ловить, сидеть, если тут такое клюет? Когда я еще так вот половлю? Чтоб прям раз и чуть ли не каждый заброс, поклевки, борьба вот эту. И... Ух ты, я прям видел, как он вышел. О! Я прям видел, как он за ним вышел по поверхности. Ох ты. Вот он, кстати, бодренький такой.
Нет, он обычный, но ну капец они, конечно, борцы. У меня там уже двойник на этом, на приманке. Однако все равно цепляется. Да, прям такой. Ребят, все, переключаюсь на сазана, ну и нафиг. Так можно ловить, реально ловить и ловить без остановки. Так. Фух, супер, ребята. Это Астрахань, здесь так. В общем, стараюсь найти вот такие вот места, где хотя бы чуть-чуть есть тень. Слушай, жара сейчас будет, с каждой минутой все сильнее и сильнее. Поклевки есть, но то вобла, то густерка, вот, есть такие потяги, но пока тишина. Сазана надо, сазана. Дальше буду сейчас искать. Тут и тут клюет. Вот так вот, вот это да. Это то, что я ждал или нет? Во. Что-то непонятно. Поднять не могу пока. Саменок. Ё-моё. Ну да, здесь стоячая вода. В принципе, это предсказуемо. Не хотел подниматься, я думал, все, сазан. Но нет, это такой саменок. Вот, стандартный здесь, в районе, там, я не знаю, 800, там, 700 грамм. Очень красивый, блестящий. Вот, но, к сожалению, не едовой вообще. Есть тут нечего. Поэтому отпускаем. Опа. Такая вобла попалась. Мелко отпускаем. Мелочь надо отпускать. Ну, дергается вот так. Вот что это такое? Что это такое? Лещ. Лещ. Сошел. Ну вот, я так и понял, потому что потяги такие, не как вобла, в общем, клюет. Я так и понял, что это лещ. Вот такие пучки чик делаю. И вертикально никуда не закидываю. Вот. Вот, хоп. Вот это вобла дергается. Вот резко, видите? Она, скорее всего, сидит уже. Что, сменил я несколько мест, сазана пока не удается поймать. Вот такие вот как бы завалы, вот здесь такие закутки, вот стараюсь здесь вот найти, но пока нет. Ну, я думаю, скоро надо перекусить и дальше искать. Рыба аж багрится просто. Что-то бьется. Оп. Есть. В корягах лещ. В корягах лещ.
шершавый, что-то какой-то весь побитый. Где же сазан-то? Вроде и коряги, и все тут есть. По этому ерику передвигаюсь. Здесь вот завал, а там дальше еще. И вот тихонько их проверяю. Вот это я попал прям в царство бакланов. Смотрите, что творится. Ужас, ужас. Хочу вот здесь их половить. Жесть какая-то, кричат, пищат со всех сторон. Иногда и бомбы сбрасывают рядом. Надо, наверное, уходить отсюда. Свой не клюет. Закинул вот сюда вот. Тишина. Да, ядовитая смесь у них. Ух ты, ух ты. Нифига себе. Лещ. Лещ. Хороший лещ, нифига. Лещара. Лещ чуть не дал леща. Очень хороший лещ. Вот такой лещ попался здесь прям под бакланьями гнездами. Очень хороший лещ вообще. Грамм, наверное, 800-900. Пускаем. Выбрался на вот такой вот красивый бережок, постелил скатерку. Вот сейчас достану горелку, вот приготовлю что-нибудь перекусить. Ой, спина прям уже болит. Вот и дальше пойду сазана искать. Вот пока что нет сазана, но ничего. Главное перекусить и попрет дело. Ну вот у меня газовая плиточка вот такая вот, ну обычная китайская, ничего такого. Вот даже ценник. Даже ценник еще остался. Папа дал. Газовый баллон. Термос. Оп. У меня также есть колбаска, сыр, яйца. В общем, все по фэншую. А также у меня еще есть и сладенькое. Сладкое я люблю. В общем, вот так вот обжариваю я колбаску. Периодически переворачиваю. Тут масла нет, надо почаще переворачивать. Вот, у меня одно яйцо разбилось, но ничего страшного, потому что я вот хлеб промочу вот в этом яйце разбившемся и также зажарю, хлебцы получатся вкусные. Потом добавлю, ну, понятно, еще яйца добавлю и сыр добавлю, получится классно. Ну, что у меня еще? Конфетки есть, конфетки и чай, как же без этого. Колбаску, как обычно, обжариваю. Добавляю яйцо. Яйцо одно разбилось. Прыгал по волнам, видать. Ну ничего. И потом сыр, заключительная часть программы. Кстати, то, что разбилось, ничего страшного. Вот хлебцы можно сделать. Помакаю и добавлю сюда.
такие хлебцы на скорую руку получились. Нормально. Можно есть. Ну и добавляем сыр. Так вот. Все на скорую руку. Вот. Как вам такое? Пишите в комментариях. Можно есть, нет? Ну а я сейчас сам проверю, можно ли это есть. Хорошо, что сейчас вот такая туча пришла. Вот. Здесь тенек. Хорошо так отдыхать. Но сазана надо найти. Вот. Сейчас поем. И буду двигаться дальше. В поисках сазана. Не будет сазана, что еще? Может жереха половить? Ну, посмотрим. Сыр самый то. О, отлично. Сразу первый заброс. Ребят, не выдержал я. Решил еще половить жереха. При вываживании жереха вы видите на заднем плане, как перемещается лодка рыбинспекции. Они недавно оштрафовали рыболовов, которые стояли рядом. Но я посчитал, что штраф мне не грозит, потому что я не ловлю воблу меньше 17 сантиметров. Да и вообще в этот день я рыбу всю отпускал. Вот и ловил жереха принципом поймал, отпустил. Кстати, рыбинспекторы оштрафовали и попросили проследовать. Не знаю зачем, для чего, но, наверное, оформить. Классный вообще жерешок. Эх, отпускаем. Сазана не удалось половить, ну хоть кайфану по жерехам. Сразу с первого заброса выхватил жерешка. Рыбинспекция тут штрафы оформляет. Я так понял, за воблу. Это мужики, которые рядом со мной встали, когда я здесь жерехов заканчивал ловить. Они сели на донкин какие-то. Ну а воблу берут всю подряд и, соответственно, немножко нарушают. Вот. Всю подряд не надо брать. Есть у нее нормы. Я вот тоже, кстати, не знал. На первой рыбалке тоже что-то мелочь взял, оказывается. Однако рыбинспекция, пройдя мимо меня, снимала меня на регистратор и запечатлила момент вываживания рыбы. Через пару минут ко мне подъехали инспектора. Сказали, что я ловлю в запрещенном месте. Вы помните, в прошлом видео я показывал рядом зимовальную яму и как она отмечена запрещенными табличками, которые рассказывали, что здесь находится зимовальная яма, что здесь нельзя ловить рыбу, останавливаться и так далее. Эти таблички стояли как в начале ямы, так и в ее конце. Я находился от этой зимовальной ямы на пару километров выше. Однако находился, получается, все равно в запрещенном месте, и рыбинспекторы сказали, что согласно моим координатам здесь ловить рыбу нельзя. Однако никаких табличек, знаков, обозначений не находилось, и я просто не знал, что здесь ловить, оказывается, запрещено. Что там положено, так, не положено. Кем работаете вы? Вы там все. Пишите, безработный. Блогер. Несмотря на мое добродушное отношение к рыбинспекторам, и что я признал свою вину практически мгновенно, так как признался, что я не знал, что здесь ловить нельзя, и готов прекратить ловлю. Да и рыбу я, собственно, отпускаю, у меня просто рыбы нет в лодке. Но согласно законодательству, все равно извлечение рыбы из естественной среды является рыболовством. И это они зафиксировали на камеру. И решили составить протокол.
там лодка едет. Все, вот этим-то. Все, я дойду потом до этого. А что Так, спрашивать? 130 тысяч рублей. Да потому что мне сейчас лодку хочу эту. Тут вы и то, и все, и того хотите штрафовать. Все Нет, сразу. вы не поняли. Мы наложим арест на скинуть. Так а вы заберете его? Нет, мы оставим. В присутствии граждан. То лучше вот подешевле забирать. Нет, забирать никто еще не будет. Сейчас пошли решил гонять. Я предупредил рыбинспекторов о том, что я произвожу съемку своих рыбалок. И если они будут составлять протокол, я буду вынужден показать это на своем видеоканале в YouTube. Но почему-то это не повлияло, и они продолжили составлять. И мало того, вели себя не совсем корректно и адекватно. Курили передо мной, не представились. И, честно говоря, разговаривали как-то грубо. Надеюсь, сознательный? Да, гипер и сознательный. Нам как раз таки Оформить несознательного. В качестве оснований нарушения рыболовства мне показали книжечку, а точнее какую-то распечатку, где были указаны огромное количество координат и названия запрещенных районов. Я, соответственно, ничего это не понял и потребовал, чтобы это все занесли мне в протокол. Видите, да, я говорю, никто не знает. Написали бы таблички какие-нибудь, блин. А где? Что сгорает, что вандалы? Просто снимается специально. Сегодня здесь лодки вот 3-4 стояло. Все жали. А как узнать, где она начинает? Всем? Вот те же самые вопросы задают. Я слышу. А как узнать? А как... Второго можно? Подожди сейчас. Били, пулян. Ну, друзья, оформляют меня уважаемые сотрудники. Вот, оказывается, здесь какая-то запретная полоса. Остановили понятых, тоже рыболов, которые тоже не знают, что здесь запретная зона, потому что нет ни табличек, ни ничего. Мне штраф грозит там что-то в районе 2000 рублей. Вот. Ну, ничего не страшно. Вот. Можете написать, кстати, в комментариях, что думаете по этому поводу. Вот буду знать, что здесь, оказывается, запретка. Ни табличек, ничего, столько рыбаков рыбачит, никто не знает. Алло. А у вас как фамилия? Как? Карпенко Иван Владимирович. Карпенко Иван Владимирович. Лазарев выше поехал. Доставляет людей. А Лазарев, говорит, выше пальца. Рыбинспектор сказал, что его напарник поехал выше. Однако зимовальная яма находится 1,5 километра ниже, где рыбаки, ну, если их можно так назвать, просто в наглую, в открытую стоят и багрят рыбу. Сазана, иногда попадаются и осетровые породы. Однако гоняться за ними рыбинспекторы не собираются. Гораздо проще подъезжать к незнающим рыболовам, которые приехали из других регионов, и штрафовать. Надо, и меня не надо снимать. Я не хочу, чтобы меня снимали. Ну, убрать я не могу, вы выполняете свои функциональные обязанности, являетесь госслужащим, не являетесь пограничником, сотрудником Федеральной службы безопасности, поэтому, увы, нет. Несмотря на то, что Рыбнадзор не любит, когда их снимают и тем более выкладывают в YouTube, я считаю, что это не просто можно делать, это нужно делать. Любые виды инспекции не любят попадать в объективы видеокамер, так как в этих видео можно будет с легкостью найти огромное количество нарушений, в том числе и в моем случае. Например, при швартовке к ПВХ лодки были нарушены некоторые правила. Тем самым моя лодка получила небольшие повреждения. А так можно, да, швартоваться? Не надо идти выкидывать буи или как они там? Когда к ПВХ швартуюсь, она же натрет. Как в правилах? Знаете? Добрый. А скажите, пожалуйста, мы правильно понимаем, что запретка кончается вот там Ерик, как-то тещина чего-то? Вот смотрите, от данного места вам надо проследовать 2 километра. От данного места... Да, 2 километра проезжаете вниз по течению и можете рыбачить. Или 5 километров вверх. Или 5 вверх. А там есть какие-то ориентиры по... Ну там были знаки, эти острова горели. Увидите, 2 километра уйдете, и там еще Ерик такой будет уходить. Вот я и говорю, мне егеря
Рыболовы-любители и спортсмены продолжали подъезжать к нашей лодке и спрашивать у рыбоинспекторов, где можно ловить, а где нет. Потому что больше узнать не у кого. Однако инспектор все равно отвечал это как-то неохотно. Ему было важно составить протокол. Быстрее меня отпустить, чтобы найти следующую жертву. В общем, никто не знает, где эта запретка, на которой меня поймали. Вот. Знаков нет, но гораздо лучше выписывать штрафы, чем поставить знак. На мои вопросы инспекция не очень охотно отвечала, часто молчала, либо отвлекалась на какие-то другие вопросы. В общем, не в их интересах информировать граждан о правилах рыболовства. Кто-то идет на уступки, а кто-то вот нет, поэтому... Так, Борисович, а как у вас лодка правильно называется? Роджер Сфера. Роджер, да? Да, Сфера 350. Так, плетеным шнуром. Это что, у вас воблер, да? Да, воблер. Так, сколько там крючков? Воблер. Ну, один сломался вот с этой Так, стороны. смотрите, ну сколько там по факту? Всего 5. Нет, это один крючок. А, тройник, это так. за один считается? Два. Два. Двумя крючками тройниками. Так. Ну, два крючка тройника считается. Нет, я про то, что как много подробностей. Ну, я описательную часть веду, что за рудолов, понимаете? Фирма, воблера. Тоже много подробностей выложить. Поэтому у каждого свои подробности. Да. Это вот бумажная вот эта волокита во всех органах присутствует. Зарплата нормальная в рыбинспекции нынче? Короче, по 150 тысяч получаете, да? В общем и целом мне грозит штраф в виде 2000 рублей. И это только из-за того, что я оказался без рыбы. Если бы у меня бы в улове находилась рыба, то каждую бы посчитали по таксе. И штраф вырос бы многократно. Если бы рыба была, каждую посчитали бы, да, как штраф? Или что? Или отпустить бы заставили? Как вы действуете-то? За каждую пойманную рыбу, согласно таксе осуществления ущерба, установленного правительством Российской Федерации, было бы предъявлено вам исковое заявление. То В виде есть размеров ущерба, да, подсчета ущерба, нанесенного водно-биологическим ресурсом. то есть независимо, живая она, не живая. Незаконный вылов, он не зависит. Ага. Понял. Она подлежит изъятию, и дальнейшее ее перемещение, они уже не влияют на сумму ущерба. Понятно. Либо бы была, если даже была бы выпущена инспекторами рыбоохраны после изъятия, либо, если не по состоянию, скажем, уже не подлежала бы выпуску, в любом случае на сумму ущерба это не влияет. Живешь положительно, поймал, отпусти. Да. Такой же принцип у вас рыбалки? Конечно. Лодку не осматривали, может быть. Готов предоставить. Но опять же, вот я, если поймал бы в разрешенном месте, а привез бы, вы меня оформили здесь, эта рыба считалась бы пойманной здесь? Ну, ловлю я на спиннинг, а сазан пойман не на спиннинг явно. С моей стороны, конечно, были предложены альтернативные пути решения подобной ситуации. Достаточно было обойтись, я думаю, просто небольшим замечанием для того, чтобы я знал об этом запретном месте. Однако рыбинспекторы выбрали другой вид развития событий. В течение часа, 50 минут оформлять меня. За это время можно было бы установить огромное количество табличек, и большое количество людей просто-напросто узнало бы, что здесь ловить нельзя. Но, видимо, есть план, и, видимо, есть задача выписать определенное количество протоколов. Ой, так, ручку Давайте я дадите? зачитаю. Не, ручку дадите? Да, вы объясните, распишите. Давайте. Нет, давайте я прочитаю, Давайте. и я потом пару ходатайств напишу еще. Так. Находился на акватории. Так, банк такой-то. Ориентированный банк. Угу. Где что-то не ясно, я вам покажу. Роджер. И все, да? Не, подождите. Вот это. Подождите. До сюда, а где продолжение? Вот. Вон там. Я понял. Там копия ваша. Это два варианта. Ваши штуки. Я прекрасно понимаю, что есть недобросовестные рыболовы, которые, зная, что здесь ловить запрещено, все равно это делают. Насчет штрафов таких людей я полностью согласен и поддерживаю. Однако здесь совершенно другой случай.
И гораздо важнее разобраться с причинами, почему люди не знают. На самом деле закон о рыболовстве довольно-таки сложный. И чтобы найти запретные зоны, а тем более их понять и знать, где они находятся, приходится приложить немало трудов. Наносить самостоятельно на карту или искать как-то их по спутниковым снимкам в компьютере. Но согласитесь, не каждый способен хорошо разбираться в координатах GPS, рисовать эти карты. Я считаю, что данный закон требует некоторой корректировки и создания каких-то публичных карт, на которых каждый рыболов, несмотря на каком месте он приехал ловить рыбу, в каком регионе, городе, области, он может открыть и ознакомиться. Это, знаете, как в авиации. Не везде можно летать. Есть запрещенные зоны, есть определенные ограничения, ограничения по датам, по срокам. Почему бы не создать такую публичную карту для того, чтобы все ей могли пользоваться? И даже находясь на водоеме, можно открыть ее онлайн и убедиться, что ты ловишь в разрешенном месте. Тем самым получаешь максимальное удовольствие. Инспектор постоянно сбивал меня с мысли и пытался как будто сбить меня вообще с толку. Все время выяснял, что я там пишу. Хотя это мое было личное право писать что угодно по отношению этого дела. Так, мне вот здесь объяснение написать? Нет, вот здесь роспись 51. Вот здесь роспись. Это я распишусь. Мне Объяснение вот здесь будете писать. Вот здесь. Вот здесь пишу. Там целый пунктик вам для объяснения. Так, а листочек белый у вас есть? Ходатайство написать о рассмотрении по месту. Вы здесь напишите. Ну вот здесь просто в пояснении. Вот здесь, смотрите, напишите. Вот здесь прошу дело рассмотреть по месту жительства. По месту жительства хотите? Да. Да, так и написано. Там придет. Так и укажете. В 10 пункте там все это предусмотрено. Вот здесь роспись ваша. 51 может наследить себя против. Здесь объяснение. Вы знаете, что здесь запретное место для рыболовства или нет? Нет. С правилами рыболовства ознакомились сейчас в Астраханской области? Ну, по размерам рыб. По размеру. А вот про запретные места вы не знаете. По запретным искали, вот только про яму про это показали. Зимовальный время. А кто вам показывал? Ну вот друг. Друг? Мы с ним первый раз приехали здесь. Он говорит, Ну, вот давайте выразите свою мысль. Я не имею права, это ваше дело. Пишите. Вы там что сейчас пишете? прошу рассмотреть Да, по вы месту. здесь уже все написали? Да. Роспись поставили? Сейчас еще допишем чуть. Так. Ну вы просто делайте по порядку, а то вы сейчас сделали, потом перескочили. Сейчас я сформирую еще мысли здесь. Как мне суде-то объяснять, что вот я вот ловил, Ну, вас вызовут в суд, да потом объясните. У вас все равно повестка. но Вы это же давайте. будет основание. Давайте вы это. Вот здесь. Так, вот ваши координаты GPS. Да. Она как-то зарегистрирована, этот GPS. Она показывает точно. Служебная. Служебно нам выдано это. Ну, она выдана, у нее есть какой-то номер. Давай сейчас я его туда выключу. Нет, это номер как-то документация у вас же, вот целая папка лежит. То может вы мне какой-то... Который будем передавать, обязательно приложим сертификат качества. Вот, а этого нет у вас с собой, да? А нам зачем? Ну а как доказать, что это... Вот он там номер. А вам не надо доказать, это мы будем доказывать. Вы не должны доказывать свою вину. Обвиняемый не должен доказывать свою вину. Нет, смотрите, Обвинение должно доказать. Вы сейчас обвиняете, события. вы- Мы материал, когда будем в суд передавать, мы приложим все касательно всех измерительных приборов и всего на свете. ну а вы это потом должно напишите, что вы измеряли правильным прибором. Я думаю, что вот здесь вот, где вы координаты указали, должны указать ваш прибор, который снимал Это не координаты. Там может быть. Ну а вдруг здесь я нахожусь в разрешенном месте? Да? Давайте отразим. Координаты, чем измерялись в конце событий, вот там правонарушение есть еще место. Да и честно говоря, я начал сомневаться насчет этой походной GPS. Координаты вообще не совпадали с теми, которые показывал мне мой телефон. Я просто стараюсь, Я все вас понял. чтобы меньше было всяких нюансов. Соответственно, с местоположением я не согласился. И это указал в протоколе. С маленькая. С английская. Так. Доллар.
через черточку буковка N английская. Ага. Пробел. У меня координаты другие. Здесь 45, 72. У вас 73 или 43. Что это такое? На чем координаты-то? Ну, какая разница? Примерно все равно должно быть. Здесь 45,7. Третья цифра. 43, 33, 2. Так. Вы где смотрите? Вот это вот что за цифра? Ну, я не согласен. Мне 45,7. Здесь то, что мы ему поясняли. Господи. 3441 про рыболовство. А вы объясняли? Часть 2, 837 КОАП Российской Федерации. У вас орудие лова разрешенное? Место для В рыбалки. связи с чем изъятие производиться не будет, Не но будет, арест да. накладываем. Здесь просто хранитель имущества. Все. Ограничения снимутся. Вы его пока не можете продать, куда-нибудь, ну, отдать кому-нибудь, подарить, понимаете, да? Вот здесь Потерять просто, могу? Вот здесь роспись. До рассмотрения Вот здесь роспись. материалов. Ой, храни падает. Здесь 2204. 2204, 22. Сильно не задержитесь до поздноты ночи, потому что, Меня уже ждут, надо ехать. да, ночью, потому что катера большие тут ездят. Всего доброго, хорошего. Поток туризма большой, так что внимательней. А вот это я не выдерну. Запятая 7, да? Вот у меня 45,7. Ну, все правильно. Так ты кто на телефоне, я так понимаю. Да. Давайте, всего хорошего. Благодарю за службу. Молодцы. Ну все, друзья, оформили меня наши товарищи. Вот. Испортили все настроение рыболовное. Ну ничего. Как говорится, незнание не освобождает от ответственности. Поэтому ответственность придется нести. Ну, вот. Короче, интересная вообще ситуация. Подъезжают большое количество рыболовов, и никто не знает про то, что здесь запрет. Ни знаков, ничего. Показал какую-то старую, какую-то мне там книжку, я не знаю, каких лохматых годов, и говорит, вот это закон. Ладно. На этом рыбалку я закончу, тем более в этом месте, да и нарыбачился, честно говоря. В общем, пишите, что думаете. Неприятно, конечно. Но что поделаешь. Написал кучу всего своим непонятным почерком, дал мне копию, которую вообще ничего тут не видно, блин. Не знаю, буду разбираться дома. Ну, я тут одеваюсь потихоньку, к поездке готовлюсь. Я тут начал думать, ну, все-таки как-то неправильно. Вот они, пока меня оформляли, прошло, наверное, минут 35-40. За это время можно было поставить несколько табличек, и люди бы знали, и распространяли бы между собой информацию о запретных местах. А здесь, получается, ничего не произошло, кроме того, что я узнаю, один-единственный, что вот в этой узкой полосе запретное место. Вот понимаю, там запретная яма, запрещенная. Знаки стоят, все нормально. Что здесь рыбалка запрещена. Тишина и спокойствие. Все неоднозначно, как-то непонятно. Изучим с моим юристом этот протокол. И еще, может, что-нибудь расскажу попозже. До сегодняшнего дня повестка в суд мне так и не пришла. Однако я хочу привести вам пример репортажа телеканала, где рыбачили в том же самом месте. Но сказали, что какой спрос с обычного рыболова-любителя, который не знает тонкости. Приготовьте документы. Мы сейчас станем к борту, к берегу, к нам в борту подойдете. Эта компания из Балашихи рыбачила в запрещенном месте, а именно в Волжском запретном предустьевом пространстве. К рыбакам, конечно же, вопросов нет. Откуда им знать все тонкости в законодательстве региона? Но вот к местному коммерческому егерю есть. А неужели вы не знаете, что здесь нельзя ловить? Нет,
Верится с трудом. В погоне за рублем особо предприимчивые частники надеются то ли на удачу, то ли штраф их особо не смущает. Жалко туристов-рыбаков. Потеряли уйму времени, да и в последний день своего отдыха настроение явно испортилось. Ну а подобные рейды проводятся регулярно. Хочется напомнить астраханцам и гостям региона, чтобы ознакомились со всеми правилами пребывания и рыбалки в пограничной зоне Астраханской области. Федеральному агентству по рыболовству я рекомендую, а точнее желаю развития, чтобы у вас наконец-то появилась публичная карта запрещенных мест или ограничений по ловле рыбы. Чтобы каждый рыболов-любитель мог легко и просто зайти и ознакомиться, есть ли ограничения в этом месте, где он собрался рыбачить, или нет. Друзья, всем спасибо за просмотр. По результату дела я сделаю, наверное, отдельное видео, возможно, на второй канал, и поделюсь с вами итогами. Всем хороших рыбалок. Пока.